Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Рецепты вкусной кухни. Сегодня делюсь с вами очень вкусным и быстрым рецептом яблочного пирога, у которого много начинки и очень мало теста. Не буду долго рассказывать, насколько вкусный этот пирог, просто сразу поделюсь с вами всеми нюансами приготовления этой вкусной выпечки. Для приготовления пирога я использую 700 грамм яблок. Одну-вторую часть яблок я натираю на крупную терку вместе с кожурой. Так как в кожуре достаточно много вкуса, натертые яблоки придадут структуру начинки. Но при желании вы можете яблоки очистить от кожуры. Теперь на горячую сковороду отправляю 50 грамм сливочного масла. Даю маслу полностью растаять. К растаявшему маслу добавляю 2 столовых ложки сахара. Сахару нужно дать слегка потемнеть. Это придаст приятный карамельный вкус начинки. Пока натертые яблоки готовятся, я быстро на небольшие кубики нарежу оставшиеся яблоки. Друзья, яблоки от кожуры я не очищаю, но если у вас кожура очень твердая, конечно же, яблоки лучше очистить от кожуры. По этому рецепту вы можете приготовить пирог не только из яблок, но и из груши, смешивая кусочки нарезанных яблок с протертыми яблоками. И готовлю яблоки до полной их готовности и до испарения лишней жидкости. Как только яблоки приготовились, яблокам отправляю 50 грамм изюма и пакетик 6 грамм цедры апельсина. Хорошо смешиваю все ингредиенты. Конечно же, добавляю чайную ложку корицы. И сразу отключаю огонь. Вместо изюма вы можете использовать клюкву или инжир. Вместо цедры апельсина вы можете использовать цедру лимона. Начинку перекладываю в форму для запекания диаметром 24 сантиметра. И распределяю ее равномерно. Форма для запекания может быть любой. Стеклянной, керамической или съемная, как у меня. Пока начинка остывает, я готовлю тесто. Для теста понадобится 130 грамм муки. Чайная ложка разрыхлителя. Муку обязательно просеиваю. Теперь в муку отправляю 2 столовых ложки сахара, чайную ложку ванильного сахара, щепотку соли и 50 грамм холодного сливочного масла. Перетираю все ингредиенты руками в крошку. Друзья, на моем канале в плейлисте «Десерты и выпечка» есть множество разных рецептов яблочных пирогов. Ссылку на плейлист я оставлю в конечной заставке и в описании под видео. Переходите по ссылке и смотрите эти очень вкусные рецепты. Я уверен, они вам очень понравятся. Вот такая вот мелкая и мягкая крошка должна получиться. Теперь понадобится 100 мл молока. В молоко добавляю 1 яйцо. И хорошо их соединяю между собой. После того, как молоко и яйцо соединил между собой, в тесто добавляю цедру апельсина. И молоко с яйцом. И смешиваю все ингредиенты до однородности. Вот такое вот тесто должно получиться. Тягучее. Тесто отправляю в форму для запекания на яблоки. Распределяю его равномерно. Сверху пирог посыпаю колотым миндалем. Но вы можете использовать хлопья миндаля. И отправляю пирог в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут. Время приготовления пирога индивидуально зависит от вашей духовки. Готовность пирога всегда проверяю шпажкой. Прошли 40 минут, пирог готов. Пирогу нужно дать остыть. Пирог обязательно украшаю сахарной пудрой. И классически этот пирог подается шариком ванильного или сливочного мороженого. Друзья, не обязательно подавать этот пирог с мороженым. Его можно подать с ванильным соусом или с карамелью. А можно и вовсе так с чаем или с кофе. Если вам понравился этот вкусный и простой рецепт яблочного пирога, переходите в мой плейлист «Десерты и выпечка». Я уверен, вы там для себя найдете простой, очень вкусный рецепт. Не забывайте ставить лайки и оставлять под видео комментарии, мне их очень приятно читать. Всем пока и до новых вкусных рецептов!